Ровно 100 лет назад вот эта камера произвела революцию в мире фотографии. Но кто ее создал? Сколько стоит самая дорогая камера в мире? И как выглядит тот самый легендарный мир Leica? Для этого мы отправляемся в музей Leica в город Вецлар. На входе висит одна из самых узнаваемых фотографий. Но подождите, она же сделана на Nikon. Понятно. Тут в рамочках лауреаты фотоконкурса Лоба. Каждый год победитель помимо денежного приза и камеры Leica получает свою личную выставку. Из-за определенных правил мы снимать здесь долго не будем. Идем дальше, и как бы все заранее намекает, что тут речь идет не только о камере. И вот при помощи такой конструкции ты погружаешься в мир фотографии действительно необычным способом. Огромная диафрагма объектива, и она движется. Просто чудо. Особенно если ты знаком только с мобильным телефоном и ТикТоком. Если бы не немытое стекло и весьма грустный вид снаружи, то тут можно было бы действительно надолго залипнуть. Но это, конечно же, не все. Если поставить эти панельки вот в те рамочки, то они наглядно объясняют принципы фотографии и композиции. И на это волшебство смотрят бронзовые головы 4 поколений фамилии Leitz. Но основатель фирмы Эрнст Leitz I, ни его дети всем известную Leica не придумывали. Изначально фирма занималась производством микроскопов, и выпускала тогда еще огромные, тяжеленные и вообще неудобные камеры. В 1914 году их работник Оскар Барнак, который, кстати, до этого работал у Карла Цайса, не только развернул уже популярную видеопленку 35 мм на 90 градусов, такие эксперименты с новым фотоформатом уже были до него, а соорудил на базе линзы от микроскопа первую, замечу, действующую компактную камеру. Кстати, в музее ее не увидеть. Она находится в архиве и достается особого сейфа только в особых случаях. Но в уголке, посвященному этому великому конструктору, находится просто одна из первых предсерийных камер с номером 554. А вот личную камеру Барнака под номером 105 продали пару лет назад за 14,4 миллиона евро. Это самая дорогая камера в мире. Но ее тоже куда-то спрятали. В музее Mercedes в Штутгарте самый дорогой автомобиль в мире стоит себе спокойно в выставочном зале. И он стоит в 10 раз дороже. Да, надо заметить, что вся техническая часть музея достаточно скромна и занимает весьма немного места. В таких витринках за стеклом рассказывается о главных вехах развития камер Leica. Вот первая серийная модель 24 года. Впервые она была представлена публике год спустя на весенней ярмарке в Лейпциге. Серийный выпуск таких камер был огромнейшим риском для фирмы, но оказался сенсацией. Формат 24 на 36 мм стал самым популярным в мире, а камеры Leica стали надолго эталоном в мире фотографии. А вот и вторая камера 32 года. Тут уже есть видоискатель и уже сменные объективы. Для этих камер создавались, конечно, и другие приборы, как увеличитель или диапроектор. Снова немного важных пунктов в развитии камер, типа как автофокус. Кстати, он создавался совместно с Minolta. И, конечно, основные продукты, вплоть до дигитала. Тут же выставлены основные фазы производства тушек из цельного куска алюминия. И самые известные, но ужасно дорогие объективы. Просто совсем верхом искусства считается сумикрон на 50 мм. И на его примере можно на дисплее немного поиграться с оптикой. Вроде как бы дигитально, но смотрите, в ручке вмонтированы настоящие линзы. А вот рядом можно послушать звуки затворов камер. Также для людей, не знавших пленки, тут находится такая комната для уже только виртуальной проявки фотографий.
На этом старый мир заканчивается. И за этой дверью начинается новый, уже дигитальный. Тут уже все без пленки и реактивов. Но можно сразу поменять результат. А сделанную фотографию потом купить на кассе. Конечно, это была бы не лейка, если бы не было вот таких необычных инструментов для экспериментов. А вот в другой комнате прямо уже такая маленькая, но настоящая портретная студия. С светом, вентилятором и, конечно, камерой лейка для фотографий за деньги. И моделью. У каждого она своя. Следующая комната тоже фотостудия, знакомой камеры, но уже с другим фоном. Мы попытались проникнуться этой, вероятно, глубочайшей идеей, но нам не получилось. Так что идем медленно и в раздумьях дальше. А вот эта комната совсем прямо другая. Изначальное предназначение ее нам неизвестно. Но каждый сам себе фотограф, сам себе танцор. И если немного пересветлить кадр, то похоже немного на матрицу. И вот, наконец-то, наверное, самая важная и главная комната. Замечу, каждый тут находит что-то свое. Простоту, качество, элегантность, эксклюзивность, историю, что угодно. А можно просто сделать фотку, не задумываясь. Так что тему ляйки мы, похоже, так и не раскрыли. На этом мы и заканчиваем обзор. До новых встреч!